at 0.26. И у нас есть позитивная корреляция по данному показателю. Мы видим, уровень этой корреляции состоит 26 сотых. But emotional intelligence also predicted how the manager achieved those goals. They guided people, mentored them, developed them. They communicated clearly. Но помимо того, чего достиг руководитель, это исследование помогало нам также увидеть, как руководитель с высоким эмоциональным интеллектом добивается выполнения поставленных задач, как он взаимодействует с сотрудниками и коллегами, как он бывает наставником для них, как он помогает им, как он понимает и распознает эмоции в них. So it's not one or the other. Emotionally intelligent managers achieve their goals, but they do so in a decent way. И надо сказать, что это не взаимоисключающие понятия. Руководитель с высоким уровнем эмоционального интеллекта не только будет достигать хороших результатов и выполнять поставленных целей, но и будет делать это оптимальным образом, который будет обеспечивать ясную коммуникацию. Sorry. So I really like this study. It makes a very, very important point. И это очень хорошее исследование, которое Дэвиду очень нравится. Исследование компании Развитие в 2007 году. Найдите его, и оно доказывает очень важный момент, связанный с эмоциональным интеллектом. So, with that background, what is emotional intelligence? Where did it come from? Why is it? And share with you some practical tips and skill development activities. То есть после того, как у нас с вами появился бэкграунд эмоциональный интеллект о том, что это, откуда это произошло, как это влияет на нас, Дэвид хочет с вами поделиться рядом практических приемов и упражнений, которые вы можете для себя пользоваться. We'll go through the 4 abilities and we'll talk about how to get better at each one of them. Давайте пройдемся по каждой из 4 компетенций и поговорим о том, как развить себя по каждой из них. So the first skill is pushing emotions, and this is very easy to work on. Первый навык — это распознание эмоций, и над ним очень легко, и с ним очень легко работать. If you want to get better at reading people's emotions, first thing is you need to look. You need to look? You need to observe. Первый навык — это распознание эмоций, и если вы хотите распознавать эмоции в людях и в себе, для этого необходимо просто смотреть. It's emotions. These are called micro-expressions. И мы знаем, что эмоции демонстрируются. We don't walk around with this expression on our face. It happens very quickly. Надо сказать, что эмоции проявляют себя на лице в форме так называемых микровыражений, которые очень быстро на лице проскакивают. То есть человек не ходит с этими микровыражениями постоянно, но когда эмоция появляется, с ней связано одно из этих микровыражений. I'm going to show you another one. Tell me what emotion this is. И вот с вами, можно побольше делать? Упражнение вам. Sorry, we'll put you on full screen. 1 minute. Put me on full screen. Great. All right, упражнение. Давайте посмотрим. What emotion is this? Что это эмоция? Sadness. That's good. Great. But it's not this. You know, it doesn't. We don't stay there. Но мы знаем, что это выражение на лице не сохраняется. You need to be looking. You need to look. И для того, чтобы его увидеть, для того, чтобы успеть его рассмотреть на лице, необходимо смотреть. But what works even better are what we call compensatory stress. Give you an example. Но что работает даже... Don't ask people how are you. Don't ask what did you think. Ask them very specific questions, which is, what's one thing that you disagree with? What's, on a scale of 1 to 10, how do you feel about the meeting? И для того, чтобы развивать эти способности, применяется то, что Дэвид называет компенсационными стратегиями. То есть вы не просто спрашиваете у человека, как ты себя чувствуешь, что ты думаешь об этом, а вы задаете ему более конкретные вопросы. Назови один пункт, который тебе не понравился. Оцени по шкале от 1 до 10, насколько там, ты доволен или недоволен совещанием. То есть конкретные вопросы. So, let's go to the second ability. First, you ask people, how did it go? On a scale of 1 to 10, you get data in. How do you develop your ability to
we say match the mood to the task. Давайте So перейдем you see that second slide. Давайте перейдем от распознания эмоций к тому, как выбирать правильное эмоциональное состояние, соответствующее той или иной задаче. И это вторая компетенция. This is very easy to do. You simply ask, you consider your current mood, or if there's a group, how the group feels. Это очень легко сделать. Вы задаете себе вопрос, стараетесь понять вашу эмоцию, ваше настроение, или же групповое, если вы работаете в группе. И затем вы спрашиваете. Sorry? Then you ask, does that current mood help with the task? You just consult our mood map, and you ask, what are we trying, how do we feel? Does this mood, does this emotion help us with this task? И вы задаете вопрос, помогает ли мне эта эмоция, помогает ли или нам, если речь о группе, помогает ли нам эта эмоция, это настроение выполнить ту задачу, которую мы сейчас выполняем. Вы можете посмотреть на эту схему, на диаграмму, и вследствие с ней лучше понять то, что вы чувствуете сейчас, как оно соотносится с выполнением вашей текущей задачи, вашей личной или же задачи группы, в которой вы находитесь. So, for example, if you have written a proposal, before you send the proposal to your boss or to a client, you want to edit the document, and it helps to actually be in a slightly sad mood, because you'll find more errors. К примеру, вы написали предложение какое-то, которое вы отправляете своему начальнику или клиенту, и вы хотите его проверить, перед тем, как вы отправите. И вот для этой проверки, для того, чтобы лучше выявить все ошибки, помогает немного грустный настрой, то есть синий квадрат. The blue quadrant, yes? Yeah, so this is a great example of saying, look, right now I'm a little sad, but I need to focus my attention on this document to find errors in it. My mood helps me with this task, so I can maintain that current mood. В таком состоянии вы можете задать себе вопрос, ну да, мне сейчас немного грустно, но это поможет мне в выполнении задачи, допустим, найти ошибки в том или ином документе. И здесь это хороший пример того, как настроение, как та или иная эмоция может помочь вам в выполнении той или иной задачи. Now you edit the document, you find some errors, you make the changes. Now I need to lead my team in some sort of brainstorming or creative planning exercise. Отредактировали документ, нашли все ошибки, и теперь задача ваша как руководителя или как тим-лидера вашу команду вовлечь, смотивировать на какое-то упражнение креативное, на мозговой штурм, что-то в таком духе. So now my sad mood is not helpful. То есть теперь уже грустное состояние, грустное настроение не помогает. Нужно больше энергии. So this is really easy to do, but you have to think about whether your current mood matches the task all the time. Это все достаточно просто делать, но хороший вопрос, который вам можно постоянно задавать себе, это помогает ли ваша текущая эмоция, помогает ли ваше текущее настроение вам в выполнении задачи, которая сейчас на данный момент перед вами стоит. If you go forward one slide, I do want to make a very important point about leader mood and group performance. И здесь очень важный момент, который можно сказать про настрой, про настроение эмоций руководителя и влияние их на результаты, на показатели групповой работы. So I really feel that sadness, anger, anxiety can be very important. Дэвид чувствует, что грусть, беспокойство и даже страх могут быть очень важными элементами. But as leaders and managers, it's important to recognize that a positive leader mood results in greater coordination and where people expend less effort. Но вам, как руководителям, как начальникам, стоит осознавать и отдавать себе отчет, что положительный, позитивный настрой руководителя помогает, способствует лучшей координации и лучшей синхронизации членов группы. So I want you to think about your role as an administrator or a team member or a manager in creating the mood. You can influence the mood of the group, and that's a great responsibility that you have. Поэтому подумайте, какая ваша роль в качестве администратора, члена совета команды, лидера команды и члена команды. Какая ваша роль и как вы в этой роли влияете на общее настроение, на общий фон группы или команды. So let's move to the third ability. That's understanding emotions. How can you better develop this ability? Теперь мы переходим к третьей компетенции, к третьей способности. Это понимание эмоций.